Истории — это то, что захватывает внимание, то, что его привлекает, то, что помогает углубиться в суть. За счет этого все любят фильмы и сериалы, потому что можно пережить какие-то эмоции. И сегодня мы дошли до того уровня, когда каждый может создавать вот такие невероятные истории, когда каждый может стать режиссером мультфильмов, когда каждый может в своем блоге реализовывать такие креативные идеи, которые раньше просто было невозможно создать. И все это возможно благодаря искусственному интеллекту. В этом видео я хочу с вами поделиться информацией вообще, как создавать видео с помощью искусственного интеллекта, как это все можно реализовать и внедрить в свой блог, потому что за этим будущее. Меня зовут Галина Горбань, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, также настройкой рекламы. Ко мне можно записаться на курсы, можно записаться на наставничество или на консультацию. Ссылочки я оставлю под этим видео. А сейчас давайте с вами посмотрим вот это видео, которое очень реалистично выглядит, но на самом деле этой девочки не существует, это выдуманный персонаж, это история, которую я просто создала и вот так вот реализовала. В жизни реально я бы так не смогла. В каждом эксперте живет маленькая девочка, которая грустит, когда видит, что Инстаграм у других красивее, которая готова опустить руки, потому что нет клиентов и нет мотивации, которая снимает контент, но никак не может его смонтировать и выложить. А все потому, что эта маленькая девочка не понимает простую мысль. Ты не должна быть идеальной. В чем особенность этого видео? В том, что я могла проанализировать боли целевой аудитории. Я подумала о людях, которые начинают вести Инстаграм, потом бросают. И вообще весь секрет не в том, что у них что-то не выходит или они хуже, чем другие, а просто в том, что они не понимают, что им нужна реклама, что нужно на свой блог вести трафик, нужны новые люди, которые будут покупать. И, соответственно, когда у вас в блоге просто определенное количество людей, которые уже купили, и вы не привлекаете новых людей с помощью рекламы, то, соответственно, продажи падают, и нет ничего удивительного, что вы не растете. Это все приводит к тому, что люди просто выпадают из блога, потому что невозможно постоянно генерить контент, в итоге как бы не видеть от этого результата, но любая мотивация падает, и на самом деле вообще нету смысла в огромном количестве контента. Лучше создать какой-то один классный контент, да, какую-то единицу контента и запустить рекламу, чем постоянно вот это себя изнурять. И я вот это все смогла реализовать с помощью вот этого видео. Но прежде чем я расскажу, как я сделала это видео, то есть в каких нейросетях, я хочу, чтобы вы подумали. Первое. Зачем вам вообще создавать такие видео? То есть, если вы хотите, например, вести канал, где там будут мультфильмы, вы хотите канал под монетизацию, то, соответственно, вы можете делать каких-то мультяшных героев, либо даже очень реалистичные, там прописывать мультики, и вот у вас упор будет на развитие такого канала. Но если вы, например, эксперт сейчас, там, вы там агент по недвижимости, там, мастер маникюра, то есть вам очень внимательно нужно подумать, очень хорошо подумать, ради чего вы все это будете делать, углубляться в искусственный интеллект нейросети и как вообще реально это адаптировать в ваш блог, насколько это получится. Потому что, хотя все говорят, что нейросети это так круто, это так легко, все, это нелегко. Это тоже работа, потому что нейросеть, она не человек. Если, например, вы видите какой-то красивый кадр и сняли его на телефон, то кадр такой есть, как вы его увидели. То вот если вы задали промпт, да, такой текст для нейросети, чтобы она вам выдала картинку или видео, то она вас не всегда понимает. И очень часто она выдает ошибку. Например, вы хотите, чтобы она сгенерировала портрет красивой девушки, а у этой девушки не 5 пальцев, а 6 пальцев, потому что нейросеть вот так вот решила, что у нее должно быть 6 пальцев. Либо могут быть какие-то там другие искажения, дефекты. Для того, чтобы добиться нужного результата, соответственно, вам несколько раз нужно это все попробовать. Но у каждого сайта есть определенный лимит для бесплатной версии и для платной. Соответственно, вы там покупаете как монетки определенные, и за каждую генерацию вы эти монетки тратите. То есть в итоге выходит, что создание видео в нейросетях это не такое дешевое удовольствие, потому что вы будете, особенно когда только начинаете, вы несколько раз пробуете, соответственно, вы эти монетки очень быстро тратите, и у вас не всегда выходит нужный результат. Плюс нейросети, они не исключают монтаж и не исключают коррекцию фотографии или какого-то, да, изображения, которое получилось. Например, вы хотите ваш товар, чтобы он был там на каком-то классном фоне, как-то необычно выглядел. Но для того, чтобы сгенерировать ваш товар, например, в каком-то особом виде, да, то нужно тоже учитывать такой момент, что не все нейросети, они правильно отображают текст. И получается, что вы, может быть, бутылочку какую-то красиво можете расположить где-то, да, в каком-то нереальном пространстве, но сам текст все равно придется либо наложить уже в фоторедакторе, саму
одну этикетку, чтобы она была точно передана. Ну, либо вы будете очень много генераций делать, и все равно придется где-то что-то откорректировать. То есть хочу, чтобы вы просто понимали, что это все стоит того, потому что видео получается креативное, можно реализовать идеи, которые вы не можете, например, в жизни реализовать, но это не означает, что это контент в легкости, вот так вот раз-два взял, нажал. Ну, каких-то мультяшных персонажей там или что-то такое прям, ну, такое простое, креативное в чате GPT можно сгенерировать, и это действительно быстро, там, бесплатно, там, за пару секунд. Но если идет речь о таких видеороликах, которые очень реалистичны, или, например, если вы хотите там создать своего аватара, который будет там говорить за вас контент, то это не дешево, потому что каждый монтаж видео, за него вы платите именно монетками этими в нейросети, и иногда там 10 евро не хватит для того, чтобы смонтировать одно видео там на 15 секунд. Поэтому хочу, чтобы вы задумались, какая у вас вообще стоит основная задача, то есть что вам нужно. Осваивать искусственный интеллект нужно, потому что этот тренд, он не уйдет, потому что он развивается, появляется все больше нейросетей, все больше функций, все больше возможностей, все больше людей этим будут пользоваться. То есть в каких-то моментах это облегчает задачу, например, там какие-то подложки для сторис можно не искать на каком-то стоке, а можно быстро сгенерировать, да, или не нужно платить за фотосток, когда вы можете быстро сгенерировать какую-то картинку и там написать какой-то текст. То есть это круто, это удобно, то есть за этим будущее осваивать нужно. Но если у вас, например, стоит задача, там, вы хотите создать какое-то креативное видео для того, чтобы там оно залетело там и набрало вам подписчиков, то такое может не произойти. Не все видео, тем более, когда они такие искусственные, то есть они не все залетают, и можно набрать очень мало просмотров. И вот, как знаете, как залетали Reels про Reels, там, используйте эту трендовую музыку, и тогда Reels залетит, или используйте этот туториал, и тогда Reels залетит. И вот точно так же с искусственным интеллектом. Заходит то, что про это же. То есть, например, я выложила видео просто это с этой девочкой историю, оно не зашло. И я потом выложила видео, как я сняла это видео, то есть в каких нейросетях я это делала. И, соответственно, это видео набрало много просмотров. Поэтому хочу, чтобы вы не ставили все ставки, какие-то там супер надежды, что это легко, сейчас все, у меня такие обычные Reels не заходят, я сейчас буду создавать с помощью искусственного интеллекта, и Reels залетит. На самом деле это не так. Поэтому здесь нужна очень четкая стратегия в продвижении блога, насколько это хорошо и подходит для вашей ниши. И, конечно же, не забывайте про рекламу. Любое не залетевшее видео, даже сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, можно запустить в рекламу для того, чтобы все-таки усилия прошли не зря. И плюс реклама, она позволяет показать видео вашей целевой аудитории, которая живет в вашем городе или в вашей стране, которая интересуется именно вашим товаром или услугой, потому что все залетевшие видео, которые случайным образом залетают, то они могут привести абсолютно нецелевую аудиторию, которая вам не нужна, но у вас не будет покупать. У меня есть курс роста и продажи через таргет, где мы занимаемся как раз разработкой рекламной стратегии, не просто на кнопки мы нажимаем, а мы именно думаем, какая ваша аудитория, чем она интересуется, какие интересы выбирать. Я обучаю работать с интересами, а не просто использовать автоматическую аудиторию, которая тоже основана на искусственном интеллекте, обучена от Фейсбука. А я учу работать с интересами для того, чтобы снизить стоимость за результат в рекламе. То есть этого многие не делают, поэтому у вас есть шанс научиться настраивать рекламу дешевле, чем конкуренты. А чтобы узнать больше об обучении, оставляйте заявку, либо если у вас есть какие-то точные вопросы по рекламе или продвижению, то можете записаться на консультацию. Ну и, конечно же, попробуйте обязательно что-то сгенерировать с помощью какой-то нейросети. Базовые варианты, особенно в чате GPT, они делаются очень легко, и об этом я как раз тоже записывала видео, вы можете посмотреть его на моем канале. Ну а вот это видео максимально реалистичное я сделала с использованием двух нейросетей. Я использовала для генерации изображений Леонардо, при том, что я писала промпт на русском языке. Просто мне нужна была девочка в большом городе, и я уже писала какие-то эмоции, которые должна изображать эта девочка. После того, как я получила достаточное количество фотографий, я их загружала покадрово в другую нейросеть. В нейросети Kling я уже ее потом оживляла, то есть говорила, что она должна делать. И, соответственно, я уже под текст, который я заранее прописала сценарий, то есть я под него, получается, подобрала изображения сгенерированные и соответственно, сделала видео, потом все я смонтировала и наложила голосовую озвучку уже своим голосом без использования искусственного интеллекта, хотя можно было бы озвучку тоже сделать с ИИ, но, как вы понимаете, это еще одна нейронка, то есть опять нужно вникать, и все равно это не исключает какой-то монтаж, то есть все равно вам приходится что-то делать. Поэтому, если хотите, попробуйте вот создать какие-то реалистичные картинки, возможно, у вас тоже получится какой-то вот такой интересный сюжет, который вы сможете адаптировать под свой блог. Go!